Как говорит один блогер, доброе утро, друзьяшечки! Доброе всем утро! Мы уже едем на соревнования! Мы же волки и тигры, чтобы так не говорить. Ну, короче, недалеко от меня есть место Перост. Да, звучит неоднозначно, согласен? В Перосте будет Бокешский триатлон. Бокешки, почему? Залив, по которому мы катаемся на вело. Каждое воскресенье, и об этом есть видео у меня на канале. Вот он так прекрасно выглядит. Днем будет проводиться триатлон. Вообще тут проводится несколько триатлонов. У Шлава, например. Затем еще вот этот Бокешский триатлон и еще такие мелкие. Как вы? Неужели он участвует тоже? На разминку бежит, походу. Получили все, что нужно. Транзитную зону еще не открыли. То есть вот она, только ее собирают. Пока ехал, встретил чувака, который ехал на велике из Герцег-Новеля. Откуда? Блин, 20 километров, он, считай, размялся. Вот. Сейчас буду все клеить, ставить транзитку, велик. Такой пакетик. Вот, 24 километра перед Олимпийкой человек сделал. Готов дальше ехать. Сколько надо. Кровь разогнал. Ну, размялся. А то потом можно пиво и опять Понятно. домой. Смотрите, что в наборе было. Магнитик Перост. Очень мило. Шапочка. Футболочка. Опять вот это вот. Кто-нибудь напишите, что это. И батончик. Все. Вот человека готовили. 2-3 месяца готовили. Смотрите, мой велик угоняет. Да? Ладно, ничего. Человека готовили. Человека приготовили. Велосипед. Замочек купила. Надо убрать его тоже. Зачем ты замок вообще купила? Дай пой. Я не знаю, потому что я в Белграде была. Почему ты не стартуешь? Дает мне фору. Ну, я наберу форму и буду стартовать. Наберешь форму? Понятно. Слишком много. Слишком много для того, чтобы встать с дивана и побежать. А что рубашку шиворот на выворот надела? И что, добрый бицикл? Знаю. Один Что, спереди. назад? Один назад. Назад не надо, не спереди. General is not here. But here is new bike of Peter. Прикольно, вот здесь вот есть свой фонаричек, свой фирменный. Это прикольная фишка. Фишечка. Все, аэро. Хороший велик. Giant Propel. Солнце вышло. Наконец открыли транзитку. Идем туда. Ну что, ты готова? Ты что, бары прикручиваешь? Наоборот, откручиваю. Правильно. Я не знал, что нельзя. У Петра какие-то фишки новенькие, смотрите. Для быстрого надевания кроссовок. Я такого не видел еще. Так, смотри. Короче, кто-то пройдет, уронит шлем, пнут его не надо. Отсюда будешь шлем брать. Шлем уже расстегнутый, тебе должен дать, или как? Почему расстегнут? Он уже расстегнутый, тебе должен дать. Очки внутри шлема. Да, чтобы ты первым делом очки надела, а потом шлем. Помнишь, да, тормозишь двумя? Да. Ну все, думаю, стартану. Не, атмосфера классная, как обычно. На теплых местечковых стартах в Перосте. Сейчас в туалет схожу, все. Сейчас кому-то запретят лежаки и будет откручивать он. Записывать видео с плавания совсем сложно, поэтому мы поплыли на этой лодке, слезли все в воду и стартанули прямо с воды и плыли по таким красивым местам. Очень хороший курс против течения небольшого и с холодными потоками.
ты какой-то... Да, я видела, да. Ты какой-то из мужчин, Рустам. Да, вы стали свидетелями самой медленной транзитной зоны. Примерно 2,5 минуты, 30 место по транзитным зонам. Я был расслаблен, наверное, еще как и на плавании плохо проплыл. Вышло около 37 минут, так еще и в транзитке плохо работал. Но на вело уже начал включаться. И вот здесь самое интересное начинается. Как вы видите, меня догнала группа велосипедистов с прошлого круга. Конечно, потом это сыграется на злую шутку, но как только я увидел, что в конце первого поворота всего было 6 кругов, общий набор примерно 100-150 метров, как только я увидел, что они меня добрали, я сразу же понял, что нужно садиться за ними. Я был в предвкушении драфтинга и понимал, что Олимпийка, то есть мне хотелось получить максимальную скорость и только исключительно, конечно, в большей мере за счет того, чтобы думать головой. Ну, в Олимпийке и в групповых шоссейных гонках это делать необходимо. Конечно, я даванул 300-400 ватт вот этот промежуток, и я добираю эту группу лидеров. Ну что, я довольно сел за этими ребятами и довольно за ними качусь. Вроде думал даже смену взять, но что-то как будто бы и не звали, да я и сам он, как видите, иногда даже чуть-чуть отваливался, не идеально ехал. В общем, проехал так где-то круг, еду, кайфую, и дальше начинается самое-самое-самое интересное. Все внимание на звук и на видео дальше. Я вас не разумею английский. I can drop? Really? Really? Что за бред? Вы слышите мои комментарии, я очень удивился тому, что подъехал судья и сказал, что если они меня обгоняют на круг, я не могу за ними драфтить. Для меня это было новостью, каюсь, я не изучил тщательно регламент, довольно сел за ребятами и поехал. Но теперь я буду знать, и как видите, дальше я продолжил гонку за одним парнем, но потом я даже вот вроде ушел вперед и попробовал найти группу, которая подходит мне, с которой мы примерно на одном, скажем так, на одной дистанции, да, то есть кто меня не обгоняет. Самое сложное, что ты не понимаешь, кто где, ты не понимаешь, кто из них едет с тобой и приплыл примерно с тобой в одном месте. Вот это вот самое сложное, наверное. Какое-то время мы поработали с вот этим парнем Урошем из Подгорицы, поменялись, поработали по очереди, вышла неплохая скорость, и потом мы догнали необходимую группу. Групп было на самом деле не так много, как и участников в целом, около 50, но группы, наверное, вообще от силы 2-3. И вот здесь уже я увидел на повороте, что мы их добираем, и, соответственно, я понял, что сейчас мы уже можем дальше поработать и посидеть. Ну, по крайней мере, я могу с ними вместе уже поработать. Эту группу я знал, и знал, что мы с ними сейчас поедем дальше. Вообще хочу сказать, что очень интересно ехать групповую гонку. Это вообще отдельный вид, скажем так, такой тактической какой-то расстановки, работы. Это очень круто, очень интересно. Мне велоэтап прям очень сильно понравился, очень понравилась моя средняя скорость и то время, которое получилось, и самое главное, что нужно делать это все с умом. Здесь тоже произошел забавный момент. Мой друг Петр из моего триатлон-клуба Будова, а точнее президент его, что-то начал мне кричать. Лена, молодец! Что, смена? Нет. Окей. Ну и дальше я взял смену и начал работать, и отрабатывал свой долг, который ранее отсидел на колесе. В общем, мне понравилось работать в группе, наконец это получилось полноценно, и всем рекомендую думать головой, стараться садиться, ну, конечно, ничего не нарушать.
И так мы в целом и доехали до финиша. 6 кругов по такому прямому маршруту и красиво. Все, бежали. Начал я бежать где-то по 4:10, потом перешел к темпу 4. Пытался попробовать по 3:50 подержать, но что-то было как-то тяжеловато и побоялся я, не стал рисковать, но у меня запас тем не менее был. Красавчик, давай, 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 давай. Кстати, по питанию на велосипеде я съел 100 грамм углеводов и на беге всего лишь 1 гель на 20. Там еще. Едет? Да, едет. Это первый. 70. Нормально. Держи, держи, давай. Попей. Изотоника для Бога. Я выпила бутылочку. Тест. Дарьи Москвиной. Бежим по 3:50. На беге было 4 круга по 2,5 километра. Ну и на последнем круге уже на развороте я включился и побежал по 3:50. Я понимал, что можно уже топануть, но на самом деле можно было еще быстрее. Пока ем бананы, реально, оказывается, нельзя драться за теми, кто тебя обогнал на круг. Это новость. Один круг я проехал с ребятами, потом сменил группу. Вот так новости. Ну, сегодня первый раз я участвовал, первый раз финишировал, первый раз не утонул. Все сегодня у меня в первый раз. Драйвово, ну, самое сложное плавание. Ну, вот все, что ты сказал, я не сделал. Я бросился в бой, сбил дыхание настолько, что перешел на брас потом. А вы тоже участвовали, точница? Нет? Нет, Нет, я даже не смогла один круг пробежать с Ирой в этом. Понятно. Быстрее, чем 3,5 часа. Поздравляю, умничка. Ну что, как Спасибо. впечатление? Велик ваш зло вообще, я Чё? не знаю, как вы это делаете, да. Ну, не с В непривычки? смысле, я ехала 30 километров, это очень быстро. Почему меня все обгоняли? Что, я тебя поздравляю, ты это сделала, ты молодец. В любом случае, переживал за тебя. Каждый раз бегу, спрашиваю, где Ира? Где Ира? Где Ира? Все, наградили. Моя ученица чисто красотка. Категории 3. Кого? Всего... В категории в первая. категории 1. В В абсолюте, абсолюте 3. третья. Вообще молодец. Вот видишь, дело не в дистанции. Не в дистанции, просто молодец. Террас прекрасен. Классная гонка вышла. Но плавание, конечно, как написал мой друг сейчас только что. Все классно, но твое вот это плавание. Да, плохое плавание, еще и против течения что-то, ну, вроде как было. Ну, короче, тяжеловато. Да я как-то не топил. И без гидрика еще, видимо, я это не так легко, короче. Ну, что есть, то есть. 10 минут у меня отставание от следующего результата. То есть я 4-е место занял в сильнейшей группе в моей. Место, короче, до 3-го места мне 10 минут. Но это, короче, если бы я по 2 минутки хотя плыл, то тогда, может, было бы и нормально. Можно было побороться там. К вело неплохо, в группе отсиделся. Конечно, новостью для меня стало, что драть нельзя, но что есть, то есть. Поэтому гонка крутая. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Очень прикольные кадры с вело вышли, все склеим. Встреча с моим подписчиком. Спасибо, что смотришь мой канал. Тоже участвовали сегодня. Человек болел, мама выступала. Молодец. Ну что, вот и закончилась потрясающая гонка, Олимпийка. Да, как я и сказал, люблю такие дистанции за их вот эти вот плюсы. Наконец-то получилось, ну, знаете, вот такое вот есть ощущение сделанной работы, такой проделанной, что я наконец-то, знаешь, как смог, да, то есть, но смотря что смог. Плавание я, можно сказать, завалил в каком-то смысле, но оно и очевидно. Я не плавал там 2-3 недели, сбился график по тренировкам, плюс вроде как есть официальная отмазка в виде того, что было течение, ну, как бы вот так вот, да. То есть, ну, конечно, плавание по 2.28, 2.30 это, ну, такое себе, ну, очевидно, да, то есть это прям очень плохо. Но при этом всем
получилось наконец, ну, то есть на вело поработать нормально в группе. Несмотря на то, что я подрафтил незаконно по факту, да, то есть за пределами правил, 1 круг или 1,5 там даже. Но, тем не менее, получилось выдать, ну, мощность не очень, скажем так, потому что форма по велу у меня оставляет желать лучшего, но при этом получилось все равно подумать мозгами, да, где-то сесть за группой, поработать. Я не халтурил, если честно, смены на себя брал. Иногда были смены такие, конечно, ну, я покажу вам там потом, что человек выезжает и просто падает скорость. Ну, зачем смену брать, если ты не можешь потянуть это? Ну, как бы, вот у меня открыты эти вопросы. Просто, наверное, не мои группы были, да, в которых можно сидеть. На беге просто я смог выложиться, но, опять же, я на беге, считаю, выложился не на максимум. Пульс у меня был под 170 до 170. Я могу, в целом, на 180 можно выкладываться. То есть, плюс 10 ударов, я думаю, это как раз-таки на 3.45. То есть, по 3.45, по 3.50 можно было сбегать, хотя у меня получилось там 3.58 средняя. Да, это из 4 в целом неплохо, десяточку, да, так, сбегать. Форма хорошая, бежится хорошо, но, тем не менее, не хватило, так сказать, может быть, желания, может быть, сил, ну, реализовать эту форму, да, то есть, вот я не подвыложился до конца, потому что самочувствие у меня тоже, ну, не то чтобы оставляло желать лучшего, но я понимал, что не идеально, ну, то есть, в этом плане не идеальные условия у меня сейчас. Посмотрим, что будет через сколько? Через 2 недели. Сегодня у нас 3 сентября, да, будет вот 24-го, получается... Нет, получается 3 недели у меня, что ли? Да, 24-го. Получается 3 недели у меня, да. Ну, неплохо. 3 недели, это в целом можно и восстановиться, и все на свете успеть. Может быть, по акватлонам еще успею там поучаствовать. Посмотрим. В целом как-то так, будем смотреть своим состоянием. Гонка мне откровенно понравилась, накормили всех пастой. Чем мне нравятся такие старты, что очень уютно, ты всех уже знаешь, со всеми общаешься. Вот после гонки с ребятами посидели, выпили кофе, скушали по тортику. Это вообще прям местная классика, которую, вот знаешь, когда не нужно никуда в каком-то смысле торопиться, это вообще без этого, ну, как бы... Привыкаешь очень сильно к хорошему и особенно к этому. Вот такие дела. Поэтому как-то так. Работаем дальше, тренируемся, определенно работаем над плаванием. Кстати говоря, я, получается, занял, ну, то есть мне не хватило 10 минут буквально, ну, не буквально, а где-то пропасть, 10 минут для того, чтобы занять там в группе 3 место, да. Но при этом не хватило, что в абсолюте... Ну, то есть, очевидно, если у меня очень сильная группа 30-39, и, соответственно, я в нее не попал. В том плане, в призовые не попал. Вот если бы попал, то было бы уже веселее как-то, да. Но 10 минут, получается, 2.26 мое время, и следующий там просто 2.15 в группе, да. То есть, если в абсолюте, то да, можно было бы там еще пойти. Я, несмотря на то, что я получился 7-й, в целом неплохо. То есть я своим результатом доволен, несмотря ни на что, учитывая то, что состояние у меня сейчас, ну, короче, не идеальное. Форма вообще не идеальная и есть куда расти. Беговая форма неплохая, вот вело вообще ужасная. Пропустил много развивающих тренировок, мне кажется, 2-3 вот за последние 4 недели я пропустил. Ну, а это сразу, как бы, сразу это чувствуется и видно. То есть VO2 Max там показывает, ну, хоть это и данные не точно, но он все равно показывает там на 6 пунктов ниже, чем я могу. На 6 пунктов. То есть 60, 61, 62 у меня было, сейчас показывает там 56. Ну, как бы что смеяться, да, то есть такие дела. Ну и плюс я это чувствую. Всем спасибо, подписывайтесь, пожалуйста. Классная, красивая гонка. Всем до встречи, участвуйте в Олимпийчиках. Пожалуйста, подписывайтесь, это очень важно для меня.